Фирма NIO была основана в 2014 году. Сегодня ее линейка включает относительно престижные и дорогие электрокары. А недавно компания приняла решение расширить свое портфолио. Так на свет появился условно-бюджетный суббренд NIO, созданный для более простых и доступных моделей. У новой марки два названия. Глобальное – Anvo, оно образовано от On Voyage в путешествии. А на китайском оно звучит как Ledao. Путь к счастью, логотип отображает эту концепцию через изображение восходящего пути. Добавим довольно меткую формулировку: если NIO – это Lexus, то Anvo – это Toyota. Над дизайном первой модели марки Anvo работал Рауль Пирес, который раньше числился в штате компании Bentley. Однако внешность оказалась довольно типичной для современных китайских электрокаров. У Anvo L60 двухэтажная головная LED-оптика, узкие полоски задних фонарей и безрамочные двери со спрятанными ручками. Длина электрокросса составляет 4828 мм, ширина 1930 мм, высота 1616, колесная база 2950 мм. То есть по своим габаритам пятидверка близка к Tesla Model Y. Кстати, именно модель Tesla считается главным конкурентом Anvo L60. Китайцы, совершенно не стесняясь, выпустили несколько промо-роликов, в которых напрямую сравнивают свое детище с Model Y. Anvo L60 построен на платформе со стойками Макферсон спереди и пятирычажкой сзади, обе подвески пружинные, а вот амортизаторы адаптивные. Anvo L60 будет потреблять всего 12,1 кВт-часа электроэнергии на 100 км, тогда как Tesla потребляет 12,5 кВт. Такая эффективность частично достигается благодаря превосходному коэффициенту аэродинамического сопротивления L60 – 0,229. У Model Y этот показатель лишь немного выше – 0,23. Благодаря фирменной технологии замены батареи NIO, кроссовер Anvo может вернуться на дорогу всего за несколько минут, в отличие от Tesla. Последняя имеет в Китае более 1000 таких станций. Даже если водитель будет подзаряжать батарею вместо того, он сделает это быстрее благодаря 900-вольтовой архитектуре L60. Информации о двигателях производитель пока не предоставил. По предварительным данным, Anvo L60 получил двухмоторный полный привод. Известно, что на выбор предложат три варианта батареи емкостью 75, 100 или 150 кВт-часа. Аналогичные аккумуляторы предусмотрены и для моделей NIO. В стандартной конфигурации L60 сможет проехать 555 км на одном заряде, а модель Long Range – 730 км на одном заряде. Версия Extra Long Range нового кроссовера Anvo сможет проехать более 1000 км на одном заряде по китайскому циклу CLTC. Интерьер полностью еще не рассекречен. Судя по имеющимся фирменным картинкам, внутри Anvo L60 лаконичная передняя панель с планшетом на 17,2 дюйма по центру. Отдельной приборки нет, вместо нее 13-дюймовый проекционный дисплей. В списке оборудования также заявлена стеклянная крыша, а также отдельные дисплеи по 8 дюймов для задних пассажиров в спинках передних кресел, камеры и радар. Лидар, который предусмотрен для моделей NIO, в перечне отсутствует. Мультимедийная система будет работать под управлением операционной системы Anvo OS. Переднее сиденье можно будет опустить, чтобы создать одно большое спальное место. По словам разработчиков, благодаря коротким свесам кроссовер предложит максимально просторный салон с множеством отсеков для хранения личных вещей. Как утверждается, благодаря гениальной конструкции отсеков для хранения каждый пассажир может взять с собой свой багаж. Anvo L60 оснащен тем же набором расширенных функций помощи водителю, что и собственные модели NIO. В частности, функция замены аккумуляторного блока. В этом случае продлить путешествие можно уже через 3 минуты после заезда на станцию замены аккумуляторов NIO. Предварительные заказы на L60 уже открыты, а поставки начнутся в 3-м квартале этого года. Цена стартует от 219 900 юаней, примерно 30,5 тысяч долларов. Для сравнения, самая дешевая Model Y, которую Tesla предлагает в Китае, стартует от 249 900 юаней,
около 34 600 долларов. Новинка будет доступна также в варианте с аккумулятором по подписке за 170 тысяч юаней, 23 500 долларов. После запуска в Китае Anvo планирует экспортировать L60 на мировые рынки, включая Европу. Алан Ай, президент Anvo, заявил на днях, что полученные на сегодняшний день заказы намного превзошли ожидания. Ранее Уильям Ли, генеральный директор NIO, утверждал, что Anvo L60 превзойдет по продажам Xiaomi SU7. В компании NIO подчеркнули, что, имея разные бренды, можно удовлетворить потребности разных клиентов, и это общая бизнес-стратегия среди европейских автомобильных групп. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.